Мальчики и девочки, приветствую вас всех на своем канале Амадея Таро. С вами Вероника. Сегодня у нас расклад на 7 чакр. Посмотрим, в каком они у нас состоянии. Расклад будет общий. Ну и тут такая ситуация, либо подойдет, либо нет. Поэтому смотрите по себе. Возможно, вы там чистки делали, либо еще какие-то ритуалы. Ну и вот попробуем продиагностировать, да, как обстоят дела. У нас сегодня на арене новая колода Таро. Это Анима Мунди Таро. Вот. Из нее я выбрала только старшие арканы. И сейчас будем глядеть, как у нас обстоят дела. Будем глядеть на 4 колодах. То есть, если есть какие-то затыки, то узнаем, что, кто, как и зачем. Итак, кстати, потом в комментариях отпишитесь мне, заходит вам такой расклад или нет, интересен он, или же не особо. В любом случае, это, давайте скажем так, пример одного из личных раскладов, которые я делаю на индивидуальных консультациях, разумеется. Итак, посмотрим, мы тут влезем или не влезем 7 картами. Нормально. Вошли. Ха-ха. Итак, давайте, ребят, смотрим по первой чакре. Я не буду сегодня рассказывать вам о том, что такое чакры, и детально о них говорить. Скажу только, что по первой чакре у вас. Это чакра, которая отвечает за вашу защиту. Одна из функций, да, я рассматриваю ваша защищенность на данный момент. Смотрите, колесо фортуны выпадает. О чем это нам говорит? О том, что у вас то взлет, это падение. Короче говоря, атаки на вас в любом случае есть, потому что, знаете, то хорошо, то плохо. Короче говоря, то почистились, то пробили, да? Ну и сейчас будем уточнять это все. Глядите, какой вам совет? Во-первых, идти по течению и не чесать против шерсти. Сохранять оптимизм однозначно. И нужно учиться вам приспосабливаться к вот этим циклам, понимаете? Когда хорошо, слишком не радоваться, а когда плохо, не впадать в грусть. И тогда с вашими защитами будут дела обстоять лучше. Больше уверенности вам в том, что вы защищены, нужно. Больше уверенности. Но здесь нападки на вас есть однозначно. То есть ваши защиты, они пробиваемы. И их пробивают. Есть такой момент, что даже еще и вторую задевают. То есть если бьют, то по нижним 3. Но это только... Да, я поняла. Сейчас я это проверю, но здесь уже есть информация, что работают огнем и работают на привлечение вашего внимания к себе.
Уж не знаю, понимаете, чем эти привороты гадкие еще. Ведь многие мужчины любить не любят, а привороты делают для того, чтобы ваш ресурс себе качать. Поэтому тут нужно быть аккуратным. И еще такая оговорочка по Фрейду, ребят, да, расклад общий, поэтому, возможно, не всем подойдет. Я еще раз повторюсь. Но если уже такое показывают, то ведь я настраивалась как перед раскладом, что для всей аудитории моего канала, то есть то, что должно показать, то мы увидим. Работы свои закрывают, кстати, то, что делают. Несколько человек работают и заговоры читают, либо же вообще работают через храм. На вашу женскую силу, соответственно, опять же повторюсь, я сейчас проверю вторую, третью чакру. Но уже по тому, как я вижу первую, могу сказать, что женскую силу отнимают однозначно. То есть сдирают защиты, отнимают женскую силу и отнимают ваши ресурсы. То есть все постепенно, грубо говоря, да? Давайте посмотрим. Вторая чакра – это у нас чакра, которая отвечает за мужскую, либо же за женскую энергию. Ну, правильно, вас в состояние жертвы вводят. Хотят, чтобы вы отступили, чтобы вы не принимали решения какого-то. Возможно, вы хотели к врачу сходить, девочки. Может, вы хотели забеременеть. Тут не хотят, чтобы вы беременели. Здесь все ваши как бы... Понимаете, вот для женщин вторая чакра, это вот вообще, это все, это как... Это начало. Там очень много энергии, понимаете? Которая помогает для всех остальных чакр. Скажем так, даже несмотря на то, что делают, во-первых, защиты какие-то у вас все равно есть, то есть, да, то слетают, то, если слетают, вы их восстанавливаете, вот, но, несмотря на это все, у вас есть перспективы, то есть, какая бы ситуация ни была, у вас все равно она приведет к тому, что для вас будут открыты какие-то определенные перспективы. Ну, смотрите, здесь не хотят, чтобы вы отстаивали свою позицию. Возможно, вы хотите кому-то что-то доказать, да. Здесь люди, знаете как, не желают... Их бесит ваша энергия и ваша женственность. Их бесят ваши способности. Может, вы женственная какая-то, да? Если это для мужчины, это статус, это стержень внутренний. Здесь, да, конечно, вторая чакра. Не хотят признавать вас, понимаете? Из-за этого постоянно высаживают на какие-то конфликты, либо на то, чтобы вы отстаивали свою точку зрения, тем самым сливали свою энергию. Опять же таки, подтверждение тому, что я сказала, перекрывают вам ваш путь, понимаете? Вот вы взяли курс, да, на что-то. Может, вы планируете быть женой, а вам вставляют палки в колеса, да, чтобы вы не были с определенным человеком.
Может, вы хотите иметь детей, да, а там вообще планируют вас развести с вашим мужем, и, ну, о каких детях там речь может быть, делают на то, чтобы не смогли вы забеременеть. Но если это не беременность, это все ваши планы, понимаете? Если вы уже не, ну, не в детородном возрасте, это все ваши планы, все ваши начинания. Здесь люди заключали договора с кем-то, то есть вас заказывали, чтобы это делать. Сейчас, наверное, по третьей чакре вообще будет джекпот. Итак, третья чакра, ну правильно, да, все, как подтверждение. То есть вы еще как-то на защитах держитесь, девочки. Вторую чакру прокачивать обязательно, третью тоже. А третья чакра, которая нам говорит о вашей жизненной энергии, давайте скажем так, о вашем достатке. Это финансовый канал, еще можно и так сказать. По нолям. Просто по нолям. Здесь карта шута дурака. Сейчас будем уточнять. Вот если три этих чакры ломают, это любовная вот эта вот белиберда, привороты, привязки, присушки, вызовы. Вызовы там отдельно, ну, далеко не отходит, понимаете, от этого всего. Ну, выпала карта, пусть будет, раз она выпала. И здесь карта мага выпадает. Здесь мне больше как показывают, что да, либо практик, либо есть человек, который, знаете, так неплохо на вашем денежном канале досидит, на ваших финансах, на ваших ресурсах. Смотрите, если делали ритуал со свечой, который я давала на обрыв связей, да, делайте на первые три чакры. То есть берите 3 свечи и на каждую чакру по одной. Потому что здесь прям кубло. Да, гляньте, карта ритуала. Здесь также не хотят, чтобы вы еще с кем-то имели отношения, чтобы вы вообще, знаете, как фригидной стали, чтобы у вас секса не было. Говорю, ну, от лица девочек, мальчики, на себя, пожалуйста, переворачивайте, да, рассказ, повествование. То есть пока вы здесь воюете за свой ресурс, пока вы там себя чистите, защищать пытаетесь, ваш канал полностью ушел к другим. Ну, посмотрите, карта «Дары судьбы». Да, дары судьбы перекрыты вам. Здесь прокачка всех чакр нужна и, ну, больше духовности, господа. Больше проработки себя. Не в том плане, что я прорабатываю свои затыки психологически. Это тоже хорошо. Здесь поднятие ваших энергий на более высокий уровень. Это однозначно. И здесь еще знаете как, возможно, вы что-то начинали из практик каких-то, а потом бросили. Прошу прощения, а потом бросили, да? И вот, ну, это не зря вы бросили, это вам сделали, чтобы вы, ну, ваши начинания похерили. Пустили под откос, да? Да, у вас были какие-то стремления, вы что-то планировали.
Вроде бы как защита и есть от приворота, но, понимаете, какие-то программы сняты, а какие-то еще требуют доработки. Опять же таки, девочки и мальчики, если вы знаете, что у вас ваш финансовый канал стабильно и хорошо работает на вас, это не ваш расклад, не надо сидеть и себя накручивать, окей? Расклад общий подойдет не каждому. Так, сердечная чакра, но здесь все стабильно. Здесь связь с родом неплохая у вас, ребят. Стабильность. Вы любите порядок, закон, стойкие. Вы стойкие. Вы умеете оберегать, опекать, даже обеспечивать других. Там родителей пожилых, детей своих. Не знаю, может вы вообще питомник держите и ухаживаете за животными. По сердечной чакре хорошо. Первые три вообще, ну, то есть первая еще, ну такое, знаете. Вторая, третья вообще нехорошо. Давайте-ка посмотрим, что по четвертой. Привязки есть, ребятки. За кем-то убиваетесь, плюс потакаете, возможно, своим каким-то порокам. Вредные привычки. Жадность, алчность. И гляньте, 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 карты сами выпадают. Дьявол и карта Самайна, карта проклятий. Но тут есть два варианта, сейчас уточню. Либо вы очищаетесь, очищаете свое сердце сейчас через связь с родом, либо же вот эту стойкость и хотят, понимаете, перекрыть вам. Либо же проклятия, вот эти вот порчи, всякие тому подобные программы лепятся вам и туда. Ох. Вы видите, что творится? Мы горим. Даже карту прожгло мне. Карта четверка жезлов, кстати, ребят. Не хотят, чтобы вы радовались. И коврик мой мне прожгло. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ребята, свеча была с специальными травами. Здесь, глядите, вы можете быть сейчас уязвимы, знаете в каком плане, зависеть от мнения других. Если вам кто-то в уши заливает, что вы не туда идете, не о том думаете, и это вы не умеете, и это вы не можете. Вот здесь кто-то прям, понимаете, радуется тому, что на вас легло. Как будто вот сказали, сработало, понимаете, легло. И вы, вас вот бьют по сердечной чакре, а вы все равно вот связь с родом у вас есть, понимаете?
Я сейчас посмотрю еще вот эти две. И тогда точно вам озвучу это. Но на данный момент, считайте, что на связи с родом вы только и держитесь. Обалдеть. Свеча, значит, треснула. Прожгла мне карту. Прожгла мне мой коврик. И у меня начал кашлять кот. Ребятки, я уж не знаю, кого я здесь из вас поймала по энергиям, да? Но деструктива реально много. Вот действительно много. С домом связана эта ситуация. С кем-то из домашних, из близких, из некогда близких людей. Так что глядите, что у вас там происходит вокруг. Так. И вы посмотрите, я выложила 6 карт, да? А чакр-то 7. Давайте 7-ю оставим, короче говоря, на потом. Там связь с высшими. Короче говоря, как-то вот вообще мне не нравится, как расклад идет. От слова совсем, понимаете? Насели на вас там, да? Не хотят, чтобы вы это все видели. Так, давайте на 7-ю чакру посмотрим, что у нас из этой колоды выйдет. Ну, уже подсмотрели звезда, короче говоря, на 7-й все отлично. Значит, едете на связи с родом и связи с высшими силами. Так, горловая чакра. Либо много кричите, потому что вас не слышат, понимаете? Вы как говорите, а вас не слышат. Вот просто не хотят прислушиваться, не хотят даже иметь в виду ваши слова, понимаете? И здесь вам нужно это все сбалансировать. Либо же вы, если не делаете этого, то есть не повышаете голос, да, а чувствуете себя в балансе, хотя какой здесь баланс из того, что я вижу? Здесь сильно большим балансом и не пахнет. То вам нужно найти для себя вашу золотую середину. В каком плане? Когда вас провоцируют, вы не должны сливать через горловую чакру, через свою речь, свой тон голоса этот негатив. Для того, чтобы это делать, нужно через себя это не пропускать. Здесь нужно понимать вот эту грань. Если же вы наоборот чего-то кому-то не говорите, то здесь вам нужно выговориться. И говорите шепотом, ребят. Те, кто говорят шепотом, к ним прислушиваются.
Но сила голоса есть, понимаете? И даже если вы говорите, и люди боятся того, чего вы говорите, потому что вы вещаете правду, все равно делают вид, как будто вот вас не слышат и обесценивают, понимаете? И ваши слова, и ваш опыт обесценивают, ваши подсказки, ваши наставления. Ну, смотрите, здесь ваши слова имеют силу на людей. Но сейчас посмотрим еще что. Вроде бы, как понимаете, хорошо. Но вот что-то есть, что мне не нравится. Сейчас хочу узнать, что. Загасить вашу силу хотят. У вас есть сила слова. Понимаете? И это хотят загасить с помощью колдовства. И поэтому делают на то, чтобы вы меньше говорили, меньше высказывали свое мнение. А вообще, судя по вот этой второй чакре, здесь хотят, чтобы вы вообще своего мнения не имели, а были просто удобной овечкой, которая, ну, донор денежного канала. Жесть, а не расклад. Так, смотрим дальше. Район третьего глаза, ваш ментал. Но здесь у вас идет новый потенциал, сила духа. Здесь все классно. По 7 я уже открывала. Здесь исцеление, надежда. Вот смотрите, из того, что вижу. За счет силы рода, своего ментала и при поддержке высших сил вы держитесь, понимаете? Поверьте, этого достаточно, но достаточно в самых критичных ситуациях, понимаете? Здесь еще сила, да? Сила и уверенность в том, что ваши защиты и то, что вы делаете, вам помогает. Это вам плюс. Знаете, что вы должны вот сейчас для себя подчеркнуть? Сделайте заметку. То, что вы говорите, сбывается. Поэтому, прежде чем что-либо озвучить, подумайте несколько раз, кому вы пытаетесь что-то донести. Здесь такое впечатление, как будто вы вообще вот не тем людям доносили какие-то истины, понимаете? Они пользовались этим, а вам не отдавали ничего взамен. Так, давайте смотрим по 6 чакре, что у нас тут. С Перуном, кстати, поработайте, ребят. Здесь вам род дает защиту, через ментал получаете для себя подсказки вы. Вытянула на связь с высшими силами. Делают программы, чтобы вам высшие силы не помогали. А точнее, чтобы вы не обращались к ним, понимаете? Иначе, неправильно я говорю. Когда вы к ним обратитесь, когда вы поднимете свои вибрации, вот этим вашим недоброжелателям, которые бегают и вас заказывают, по башке отлетит так, что у них вся жизнь с ног на голову встанет. Уж поверьте мне, они этого очень боятся. Очень, очень, очень.
Ой, ну это стандартный путь. На ваш ментал рунами воздействуют. Перекрывают тоже вам и по менталу, чтобы вы информацию не получали ни во снах, чтобы интуиция вас подводила, чтобы вы вообще, знаете, как ежик в тумане бродили. О, мать честная, луна и тут карта старухи. Родовые старые программы поднимают, чтобы вы, знаете, как вот не верили в то, что у вас все наладится, не верили в то, что вы достойны лучшего. Понимаете, здесь, чтобы вы сами себя уничтожали планомерно. Так, ребята, из того, что уже вижу, отсечение каналов берете 7 красных свечей, вот тот ритуал, который я давала. И каждую свечу оговариваете на каждую чакру свою, поняли? Здесь по всем чакрам отсекать надо. Жесть, конечно, здесь жесть. Ну, по вам работают через кладбище. Здесь вам нужно обращаться к кому-то, кто вам поможет это все с себя снять. Мороки, все это снимать надо обязательно. Там мороки, оморочки, самооморочки, самобичевание убирать. То есть, ребят, по сути, здесь, конечно, много я достала карт, но... Здесь вам нужно отречься от того, чтобы мстить, чтобы держать гнев внутри себя. Я понимаю, что вы хотите, чтобы вы были отомщены, и вы будете, если поднимете свои вибрации. По-другому не сработает это. Это ваш урок. И на то, что не тем доверяли, не тех к себе подпускали, и пропустили, и себя не защищали, и. То есть давайте так по-честному я вам скажу. В дороге, во-первых, отправляйтесь, куда-то хотели поехать, езжайте. Слушайте свое сердце, оно вам, несмотря на всю вот эту белиберду, даст отклик на что-то. На кое-что, я даже знаю, на что оно вам даст отклик, но этот вопрос, если кого заинтересует данный расклад, на личной консультации я рассмотрю, и здесь понимаете как? Вам кое-куда надо, но можно или нет, ввиду вот этого всего деструктива, это нужно смотреть отдельно, понимаете? Очень много влияний вообще на все чакры. Едете, я же говорю, едете буквально на энтузиазме, на голом, понимаете? Связь с родом больше набирайте обороты. Ментал прокачивайте обязательно. Вот мороки, оморочки сдерните. Там много чего вам откроется.
немножечко иной подход к высшим силам нужно вам. То есть через духовность, понимаете, вы себя только сможете вот, ну, привести в порядок. Вообще, я не ожидала, если честно. Я думала, будет намного получше. И, короче, есть как уже есть, да. И, в общем, информацию вы или принимаете, или не принимаете. Это выбор каждого из вас. Вы имеете на это полное право. Но по возможности прислушайтесь к тому, что я вам посоветовала. Потому что здесь работы, конечно, еще много, но чем раньше начнете, тем, соответственно, быстрее снимите с себя вот эти вещи, потому что потенциал у вас, и напомню, сила слова у вас бешеная, потому что, но, смотрите, ребят, внимание, в тех энергиях, в которых вы сейчас находитесь, если вы говорите какую-то гадость, вот в сердцах сказали, пожелали кому-то что-то, это сбудется, но вами управляют больше низковибрационные сейчас, очень действуют на вас. Я не знаю, давайте я так опишу вашу ситуацию по чакровому раскладу. Вот представьте, что вы в воде. Так вот, над водой у вас находится нос, глаза и лоб. Все остальное тело, даже ваши губы, под водой. Вот та часть, которая под водой, это низковибрационный план, который на вас влияет. То, что над водой, то еще спасает вас. Понимаете, насколько вы погрязли, да? Работы много, но это не говорит о том, что нужно сложить лапки и покупать себе место на кладбище. Нет, эти недоброжелатели только этого и ждут. И я еще раз вам напомню, они очень боятся, что вы прокачаете, проработаете себя, поднимете себя. И вот тогда, когда вам будет дана ваша сила, вы дадите отпор. И поверьте мне, такой отпор, они еще очень долго будут вас помнить и даже бояться. Они уже боятся, потому что в отличие от вас, ваши недоброжелатели знают, какой силой вы на самом деле обладаете. Они обращались и не к одному человеку, который по вам работал. Ни одна работа заказана, ни один ритуал сделан. Обращайтесь вы к кому-нибудь, вытаскивайте себя. Но обратитесь, пожалуйста, не бегите к первому встречному. Почувствовать вам надо, понимаете, вас подтолкнут, вот высшие силы, они вас подтолкнут, род вам поможет, к кому обратиться нужно. Может быть, у вас этот человек рядом на соседней улице живет, понимаете? Я не знаю, там, или в соседнем городе, или вообще просто в другом конце города, или даже в соседнем подъезде. Вот понимаете, о чем я? Может, даже ближе, чем вам кажется, ваше спасение. Так что вот так вот, ребятушки, по чакровому раскладу я, конечно, в шоке. Я в шоке. Но, если эту информацию мне показали, значит, она для кого-то будет важна. И сила рода, не полностью закрыт ментал. Знаете, почему полностью закрыть не могут? У вас силы огромные, и перекрыть этот источник слишком тяжело.
но могут влиять на ваше мнение и суждение о Всевышнем. Понимаете, вы как чтобы сами отвернулись от высших сил, от вашей помощи, от единственного источника, который вас спасает. По сути, ваше сердце только ваше, вот понимаете, исключительно ваши какие-то родовые плюшки. И не полностью погашенный ментал. Это единственное, что вас реально вот, ну, классно держит. И за счет вот этих двух пунктов ваш род еще вам защиту подкидывает, чтобы вас полностью не скосили. В общем, вот так вот, да, конечно, блин. Пишите ваши комментарии, ребят, пожалуйста. И знаете что, я, скорее всего, вот этот вот чакровый расклад буду делать каждую неделю. Возможно, смотрите, если вам понравилось, если вам зашло, я сделаю этот расклад, я посмотрю на вашу активность, на ваши комментарии, которые вы мне пооставляете по этому поводу. Если нет, значит нет, я просто чисто для себя буду вот так вот мониторить в общем раскладе. Если же вам зашло и понравилось, тогда я буду делать по чакровому раскладу 4 позиции, чтобы было у вас больше вариантов. Посмотреть, выбрать, да, понять, возможно, вот, ну, эта ситуация у кого-то проиграется и так, что у кого-то это было, да, и, ну, какие-то моменты, может, нужно еще доработать. То есть, то и есть, да, как говорится. Вот это Таро Анима Мунди очень, конечно, интересное. Действительно, в переводе Таро души. И я прорабатываю сейчас эту колоду в процессе еще. Хочу вам сказать, что зная тотемы, зная символику, зная мифы и историю, только верную историю определенных народов, а не искаженную, которую нам преподают в школах, очень говорящая колода, действительно, вот нутро достает, вот хочется сказать. Хотя, знаете, вот такие вот рисунки, да, ну, как бы вам сказать, ну, простенькие, давай. Но, видимо, тот, кто создавал эту колоду, он, ну, вот, действительно, вот, вложил много в эти рисунки, в эти иллюстрации. Поэтому, ну, это так, в общем, ладно, это так развеется, понимаете, после такой жести, которую я только что увидела. В общем, ребят, я вам желаю добра этого мира, и чтобы вам, ну, подфартило, и вы начали просыпаться, поднимать себя, свои вибрации. Ну и на сегодня все. Пока-пока.